Доброго времени суток, друзья! Life Stories приветствует вас. Мы продолжаем цикл передач про интересные истории. Сегодня речь пойдет про Дмитрия и Наталью, которым была уготована очень интересная судьба. Итак, поехали. Только любовь заставляет нас делать глупые вещи. Меня моя первая любовь накрыла в 1991 году, когда мне было 15 лет. Я был застенчивым подростком, увлекался волейболом, слушал музыку, гулял с друзьями. В общем, как основная масса подростков в то время. Женским вниманием был обделен. Долговязый, лопоухий, дурацкая прическа, который пытался скрывать свой дефект. У одноклассниц вызывал только насмешки и подколки. Иногда задумывался, как же я буду искать себе пару, кому такой нужен. Лето 1991 года. Экзамены сданы, перед поездкой в деревню на каникулы отец устроил поработать на завод. Перед выходными услышал в разговоре родителей, что приезжает в гости подруга моей мамы, с которой она познакомилась в санатории. Подруга из Молдавии, мамина ровесница. Вроде будет с дочерью, моей одногодкой. Но приезжают, мне какая разница. Жили мы тогда в семейном общежитии, 2 комнаты свои были. Суббота, сижу дома, смотрю телевизор. Слышу в общем коридоре какой-то шум, смех, приветствие. Понял, что приехали гости. Открывается дверь, в комнату заходит мамина подруга, здоровается. Следом за ней входит ее дочка. И все. Мир вокруг перестал для меня существовать. Она сказала «Здравствуйте». Я словно потерял дар речи. Помню, вроде кивнул. Они пробыли у нас несколько часов и поехали к маминой сестре на ночлег. У нас как бы в общаге места не было. Как только они вышли, я не знал, что мне делать. У меня так пусто стало в сердце, что выть хотелось. Эта девушка постоянно стояла у меня перед глазами. Я понимал, что она из другой республики, живет за 500 километров от меня, говорит на другом языке, и у нее возможно столько друзей и парней, что мне, забитому лопоухому подростку, совсем нечего ловить. Осторожными намеками выяснил, что гости приедут еще и завтра. Весь вечер придумывал, как заговорю, как буду общаться и так далее. Понятное дело, когда на следующий день они приехали, меня хватило только на то, чтобы сидеть за своим столом в другой комнате и слушать музыку. За все время я перекинулся всего парой фраз, краснея и покрываясь испариной, и вечером вместе смотрели по кабельному фильм. Вроде как сидел почти в паре метров, и она не смотрела в мою сторону, а я боялся даже смотреть на нее. В общем, вечером гости уехали, и все. Эти 2 дня навсегда изменили мою жизнь. Я думал о ней каждый день, почти постоянно. Вспоминал эти 2 короткие встречи, миллион раз представлял, как что-то говорю, что-то делаю. Чтобы было более понятно, каждый день на протяжении 3 лет я думал об этой девушке. Я закончил в школе 9 классов, поступил в училище. Мне светила армия, понятное дело, косить не было в мыслях. Я понимал, что я никогда больше не увижу человека, которого так сильно люблю. И я ловил себя на мысли, а что же я все-таки люблю? За эти годы у меня как бы стерся облик девушки. Остались только яркие моменты: прическа, джинсы, бананы, босоногая, легкие сандалии, худенькая, невысокая, глаза, губы. Перед армией год работал на заводе. Там полно было молодых девушек. В каждой искал ее черты. Успокаивал себя, что, если найду близко похожую на нее, смогу полюбить. Если это можно так назвать. И вот как сейчас помню 20 января 1994 года, сижу дома. Уже поздний вечер, слушаю музыку, какой-то сборник у друга взял. И там была песня Вадима Казаченко «Письмо». И меня пробивает мысль, написать письмо. Написать в бывшую союзную республику, которая стала независимой, написать письмо девушке, которая уже даже не помнит о нашей встрече. План был фантастический. Первое чувство было стыд, что обо мне подумают родители, друзья. Но через несколько месяцев мне идти в армию, да пофиг на все. Я узнаю у мамы адрес, и зная, что у нее 3 февраля день рождения, я покупаю поздравительную открытку, придумываю поздравительное стихотворение и, запечатав в конверт, отправил. Понятное дело, в то время отчета о доставке не было, да и вряд ли в другом государстве кто-то доставил бы с уведомлением.
И в конце марта я созрел написать письмо с объяснением в любви. Я раза 3 или 4 его писал. Рвал и писал снова. Отправил. Стало как-то легко на сердце. Если не получу ответа, успокою себя, что хоть что-то я попытался сделать. Я понимал, что есть один шанс на миллион, что мое письмо дойдет. Девушка его прочитает, вспомнит меня, ответит взаимностью. И что дальше? Я через месяц в армию ухожу. Какой шанс, что в моей ситуации может что-то быть положительно? В общем, 30 мая загремел в армию, карантин, все дела, присяга, отпустили в увольнение на сутки домой. Дома куча родни, все рады меня видеть. И тут как ведро холодной воды за шиворот, тут тебе письмо из Молдавии. У меня реально тряслись руки, когда я его вскрывал. Письмо от девушки, о которой я думал каждый день последние 3 года. Содержимое было не очень радостное. Да, она меня помнит, была удивлена поздравительной открыткой на день рождения. Очень удивлена, что вызвала у меня такие чувства. На мое предложение переписываться, согласна, на просьбу выслать фото, возможно позже, сейчас нет подходящего. Все. Но для меня и это было нечто. Я был на Эвересте от счастья. Помню, мама еще спросила: а что это за письмо, кто это тебе пишет? Да вот говорю, с дочкой твоей подружки переписываюсь. Очень ее удивила эта ситуация. В общем, в ответном письме я попросил писать на мой домашний адрес. Я не хотел, чтобы мои письма вскрывались в части и читались другими. В 3-м письме она мне выслала свою фотографию. 10 на 15, почти в полный рост. Черты лица, смазанные некачественной печатью с цветной пленки. С фотки, чуть улыбаясь, на меня смотрела девчонка, которая забрала мой покой и мое сердце. Прическа другая, взгляд другой. Но мне было все равно, я всматривался до дыр в это фото, стараясь запомнить его. На Новый год я написал на увольнение домой. Я очень хотел, чтобы она приехала в гости. Ее мама также была удивлена, что мы стали переписываться. Но она согласилась приехать вместе с ней под Новый год ко мне в город. И вот я в увольнении. Мы всей семьей едем в гости к маминой сестре, где меня уже ждут гости из Молдовы. Я захожу в квартиру. Радостно друг друга приветствуют. Захожу в комнату, она стоит у окна, улыбается, я подхожу, протягиваю руку и говорю: «Привет, я Дмитрий». Она, улыбаясь, пожимает мою руку и отвечает: «Наталья». Мы проболтали весь вечер. Ехали со своими семьями в большом пустом автобусе к нам домой, уже в новую 3-комнатную квартиру, которую получили сразу после распада Союза, встречали вместе Новый год. Я был самый счастливый человек на земле. В душе я радовался, что рядом со мной был человек, от которого мне было хорошо и спокойно на сердце, даже просто от ее присутствия. На следующий день мне нужно было вечером возвращаться в часть, девушке со своей мамой возвращаться домой. Помню даже, как толкал последнюю междугороднюю маршрутку на Одессу, которая не могла ехать из-за неожиданного снегопада. Все сложилось удачно, они успели на свой вечерний поезд, я в свою часть. Дальше опять потекли серые солдатские будни, которые скрашивались письмами от любимой девушки. В 1996 году, в феврале мне предоставили отпуск на 20 суток. Я решил ехать в Молдову на день рождения девушки. Мама на меня смотрела такими глазами, что я понял, меня вычеркнут из завещания. Из отпускных денег был куплен билет на поезд. Благо в те годы ходил поезд Одесса, Ивано-Франковск, который проходил через Молдову и станцию, которая была в километре от города, где жила моя девушка. Я уже мог себе позволить написать «моя девушка», хотя в письмах у нас были довольно дружеские отношения. В общем, купил в Одессе букет роз. Февраль месяц как-никак, мне его упаковали, чтоб смог довести. Родная тетя, которая живет в Одессе и в то время торговавшая на 7-м километре за недорого, $35, продала мне шикарное облегающее платье черного цвета с размером «да подойдет», я тебе говорю. В общем, я весь такой в пошитой на заказ рубашке, с букетом роз, с платьем и огромной коробкой косметики в подарок, с полароидом с 3 кассетами. Кто не в курсе, тот, что фотки сразу выезжают готовые, на дне рождения в другой стране, с незнакомыми людьми, которые почти всегда говорят на непонятном языке, которые с недоумением спрашивают, кто это и что тут делает. Разъяснения еще больше вызывали недоумение. В общем, 5 февраля 1996 года,
Уезжая на поезде в Одессу, на станции, где поезд стоит 2 минуты, мы первый раз поцеловались. Это был максимум, что я смог получить за все эти годы, за все, через что я прошел. Для кого-то это смешно. Для меня на тот момент это было невероятное достижение. Дома меня ждал серьезный разговор с мамой. У нее было много вопросов. Что происходит, зачем это все? Тебе что, мало девушек тут, в своей стране, в своем городе? Какая нахрен любовь? Нахрена ты девушке голову морочишь? У нее есть парень, с которым она собирается пожениться. Вот серьезно, я как будто с Эвереста в подвал в деревне упал. Как жениться, когда? Мне никто об этом не писал, не сообщал. Ждать, пока напишу письмо и получу ответ. На это все уходило 20-25 дней, не было времени. Нужно было это выяснить, и я решился на такой шаг. Я иду в гости к знакомым, у которых есть телефон. Девушка идет у себя в гости к знакомым с телефоном. Я звоню по межгороду, и мы общаемся. Но понятно, я оплачиваю межгород, когда приходит счет. Это уже было лучше, чем письма. Я позвонил и спросил насчет парня и остального. Девушка ответила: ну как бы в переписке мы дружим, ты же ничего такого не пишешь. Да, я была удивлена твоему приезду, подарком, вниманию. А что дальше? И действительно, что дальше? Что может быть дальше? Ведь это не сходить в соседний двор на свидание, даже не в соседний город. По службе, у меня было продвижение, я получил погоны прапорщика, и уже к концу 2-го года своей службы стал свободно приезжать домой на ночлег. Созваниваясь по выходным, мы договорились, что девушка приедет ко мне в гости на море летом. Летом она приехала в гости со старшим братом, гостили почти неделю. Я привозил с воинской части розы по утрам, тихонько ставил у ее кровати. Старался всегда быть рядом. Несколько раз поднимал вопрос о своих чувствах, но эти разговоры заканчивались ничем. Она уехала домой, я опять погрузился в пучину раздумий. Мне 20 лет, я военнослужащий, своей квартиры нет, с родителями жить не получится. Что я могу предложить девушке? Рай в хижине, в чужой, для нее стране. Моя мама, смотря на мои страдания, сказала: если ты такой упертый, хочешь что-то сделать больше, женись, снимай квартиру. Привози ее сюда и живи. Ну все, родительское благо. Пинок под зад получен, договариваюсь, что приеду в гости в сентябре. Купил кольцо, взял отпуск за свой счет и вперед. К кольцу купил коробочку в виде розы, зеленый стебель. А вверху бархатная коробочка в виде бутона, который раскрывается. А там кольцо. Помню, приехал, мне уже больше рады, как-то теплее встреча. Затянул ее в другую комнату. Она встала на диван, чтобы быть одним ростом со мной. Я даю ей эту розу, она улыбается, подарок ей нравится. Но она не подозревает, что подарок с сюрпризом. Я открываю бутон. Она в шоке. Я спрашиваю: выйдешь за меня замуж? Она ответила: да. Мы вместе уже 24 года. У нас было 2 свадьбы, венчание в Молдове и регистрация брака в Украине. Мы сменили 7 съемных квартир, 1,5 года жили в Молдове, где у нас родился сын. Сейчас живем в Украине, и у нас 2 детей. И я каждый день говорю своей жене, что я люблю ее, что она самая-самая. Я не представляю свою жизнь без нее. Я уверен, мне очень повезло, что так все сложилось. Когда мой старший сын, уже будучи взрослым, в сознательном возрасте, выслушал наш рассказ, как образовалась семья, он сказал: если бы это было не у вас, я бы никогда не поверил, что это правда, и такое может быть. Вот таким чудесным образом я нашел свою половинку. Пожелаем этой счастливой семье долгих лет жизни. И на этом Life Stories прощается на сегодня с вами. Если вам понравился ролик и вы хотите продолжения, подпишитесь и поставьте нам лайк. А наша команда принимается за монтаж следующего ролика. Здоровья вам и вашим близким.